А знаешь, пап, кем я теперь буду? Барабанщиком отряда. Вожатый сказал, что теперь я должен быть всегда впереди. Всегда впереди. Хорошо. Только знаю, это совсем непросто. Я знаю, пап. Я постараюсь быть хорошим барабанщиком. Повесть Аркадия Петровича Гайдара «Судьба барабанщика» была одной из самых любимых книжек советских детей. Сам автор так говорил о ней. Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных, не меньше, чем война. Эту повесть начали обсуждать задолго до ее выхода в печать, и в 1938 году «Судьба барабанщика» стала самой ожидаемой книгой среди читателей. Разумеется, такой захватывающий сюжет о шпионах, которые обделывают свои грязные дела с помощью советского школьника, не мог обойти кинематограф. В СССР было снято две картины – в 1955 году и в 1976. В поздней экранизации главную роль Сергея Щербачева сыграл московский школьник Леонид Рисов, и о нем мы хотим рассказать в этом видео. Леонид Рисов родился в 1963 году в Москве. Учился он в спецшколе, где изучал иностранные языки. Кроме этого, занимался в музыкальном училище по классу флейты и на этом поприще добился серьезных успехов, выступая на концертах в Гнесинском училище. В кино Леня попал в том числе благодаря своему музыкальному образованию. Именно в Гнесинке его заметили сотрудники киностудии имени Горького и пригласили на эпизодическую роль в детскую картину «Меняя собаку на паровоз». На студии Леня попался на глаза режиссеру Александру Игишеву, которого привлек ясный и чистый взгляд мальчугана. Он искал актера на главную роль в фильм «Судьба барабанщика». Именно таким, на взгляд режиссера, и должен быть пионер Сергей Щербачев. «Мальчик, хочешь сниматься в моем фильме?» – спросил Александр Сергеевич. «Хочу», – ответил Леонид. Съемки проходили на Одесской киностудии. Леня имел опыт публичных выступлений в музыкальном училище, поэтому перед камерой не робел, и в образ своего героя, пионера 30-х годов, вошел без проблем. Иди сюда, старик Яковлев, ты посмотри на этого ленивца. Все вокруг кипит, совершаются чудеса, рождаются новые герои, он лежит и ничего знать не хочет. О чем? О чем я должен знать? Через год юного актера пригласили в картину «Марка страны Гваделупы» на роль школьника Левы, который обманом забирает у своего товарища редкие марки, а взамен дает ничего не стоящую, выдуманную им самим марку несуществующей страны Гваделупы. Марка великой пиратской страны Гваделупы? Зачем ты ее прячешь? Они же ее ищут. Гваделупцы. Конечно. Пришлепнут ты не пикнешь. У них страна секретная. Ясное дело. Пиратская же. Больше Леонид в кино сниматься не будет. Его родители были против того, чтобы сын стал профессиональным актером. После службы в армии Леонид поступил в институт и, окончив его, работал инженером на заводе. Леонид Рисов очень любил ходить в походы и удить рыбу. На одной из таких рыбалок на берегу Волги, ночуя в палатке холодной осенью, он сильно простудился. Не обратившись своевременно к врачу, Леонид поставил под удар свой организм. Врачи поставили диагноз «двусторонняя пневмония». Спасти еще совсем молодого мужчину им не удалось. Леонида Леонидовича Рисова похоронили на Митинском кладбище города Москвы. Ему было всего лишь 32 года. Мама Леонида пережила сына на 11 лет. С улыбкой юный барабанщик на землю сырую упал и смог наш юный барабанщик. Его барабан замолчал. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.